Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный топ-бюстье с чашками, с молнией по спинке, с бретелями. Итак, приступаем к работе. Работать я буду со своей выкройкой сарафана бюстье. Распечатываем выкройку, проверяем контрольный квадрат и вырезаем нужный нам размер. Обязательно надрезаем все метки. Вот наша выкроечка. И теперь мы ее немного изменим. Мы уберем ее длину. Мы снимем 2 сантиметра по нижнему срезу. Я намечаю точками 2 сантиметра и провожу линию. Это мы проделываем со всеми деталями. Так. Срезаем. Так, укоротили выкройку. С выкройкой чашки мы поступаем следующим образом. Срезаем по верхнему срезу выхода на бретель ровно 1 сантиметр. Тем самым у нас расширяется выход на бретель, и бретель мы сделаем с вами пошире. Так. Вот наша выкройка. Шить я буду из обычной костюмной ткани. Она не тянется ни в одном направлении. И дублировать дублерином буду на хлопчатобумажной основе. Я выкроила весь топ. Вот все детали. Мы ничего не добавляем при раскрое. Кроим как есть. Припуски уже добавлены. Значит, дублируем лицо и изнанку чашки, также лицевую часть бюстье. Не дублируем мы только изнанку, основу. А все остальные части у нас продублированы. Вот изнаночка без дублерина. Итак, соединяем детали бюстье вот таким образом, чтобы на расстоянии 1 сантиметр от среза детали находились вровень. И чашки сшиваем таким образом, чтобы на расстоянии 7 миллиметров по срезам детали приходились вровень. Также соединяем по всем контрольным меткам и сшиваем. Основу топа сшиваем с припуском 1 сантиметр и чашки с припуском 0,7. Лестницей срезаем припуск на чашке вот таким образом и надрезаем припуск. Разутюживаем швы в разутюжку и лицо, и изнанку. Отутюжили. Затем переходим к чашкам и на колодке заутюживаем шов вверх. Так. Теперь по лицевой стороне. Если у вас утюг с тефлоновой подошвой, гладьте без проутюжильника. Вот такими движениями от центра к сторонам придаем чашке красивую округлую форму. Так, сформировали, дали остыть на форме, и у нас получается вот такая замечательная чашка, которая держит форму. Это мы проделываем со всеми чашечками, собираем их попарно и прокладываем шов по верхним срезам. Вот так это выглядит. Теперь я поставлю метки на расстоянии 7 миллиметров от среза. Вот. И это у нас будет ширина бретели от точки, вот от этой, до вот этой точки. Измеряем ширину. У меня получается 1 сантиметр 9 миллиметров. Я выкраиваю 4 таких ширины минус 3 миллиметра. У меня получается 7
сантиметров и 3 миллиметра. Выкроила. Сшиваю на ширину бретели 1,9 и выворачиваю с помощью булавки. Так. Вывернули на лицо. Теперь беру иголку с ниткой и делаю небольшой перекант на изнанку. Наш шов прячется на изнаночную сторону. Вот таким образом. Так. Отутюживаю. Снимаю наметку и отутюживаю еще раз, чтобы пропал след от моей наметки. Готово. Продеваю бретель внутрь чашки и прокладываю сначала одну строчку, вот такую, и затем еще одну дублирующую строчку мелким стежком. Итак, срезаем припуск лестницей, срезаем излишки бретели, выворачиваем на лицо и делаем перекант наизнанку, прометываем его по срезам. Так. И у нас получается небольшой излишек изнаночной части чашки. Мы его должны выпустить где-то 1-1,5 миллиметра. Соединяем по нижнему срезу чашку и выпускаем этот излишек. Прокладываем строчку на машинке и оснаравливаем деталь. Подровняли. Чашечка готова. Идем на утюг. Отутюживаем срезы. Затем снимаем наметку. И еще раз отутюживаем чашку. И немного сформируем еще раз на колодке. Я уже не прикасаюсь утюгом, просто паром обрабатываю. Вот такая чашечка у нас получается. Чашечки готовы. И мы переходим к основе топа. Ставим иголки по верхнему срезу, соединяем лицо с изнанкой. Делаем это очень точно, чтобы у нас все точно совпало. Все швы, все срезы зафиксировали. И прокладываем строчку на расстоянии 1 сантиметр от среза. Затем берем ленточку органзы и пришиваем ее к верхнему срезу, попадая в предыдущую строчку. Укрепили верхний срез. Теперь расправляем вот так. И мы должны с вами пришить припуск на изнаночную сторону. Прокладываем строчку на расстоянии 1 сантиметр от шва и срезаем лестницей припуски. Готово. И теперь для того, чтобы вшить молнию очень аккуратно, мы вот таким образом сейчас с вами соединим спинку, ставим иголочки, соединяем точно все детали и проложим с вами временную строчку на расстоянии 2 сантиметра от среза. Мы ее потом распустим. Разутюживаем. И теперь ставим меточку от низа. Это мы делаем по лицевой стороне. Ручкой пиши, стирай. 1 сантиметр я отмерила. Теперь подставляю молнию. Вот здесь она будет начинаться. И смотрим, где она должна закончиться. Поскольку молния очень длинная, сейчас мы ее будем укорачивать. Так. Метки поставили. И теперь от этих меток я оставляю еще 2 сантиметра. Вот так. Сейчас срежем. Так. Зубчики убираю
плоскогубцами по одному вот так расширяю сначала основу и снимаю. Теперь заглушку снимаю и ставлю на нашу молнию. Поставили, прижали, зафиксировали. Молния наша готова. Изнаночной стороной к изнанке приложили. Очень точно вдоль шва она у нас проходит. И приметываем вручную. Вверху хвостики загибаем и сразу же их приметываем. Так, готово. Теперь загибаем изнанку внутрь и также вручную прометываем изнанку к молнии. Стараемся, чтобы было все ровно, аккуратно. Так. Обе стороны прометываем. Зафиксировали все. И теперь прокладываем строчку очень близко к шву. Я беру для этого лапку для молнии и пришиваю. Желательно шить в одном направлении, допустим, сверху вниз. Готово. Снимаем наметку и также аккуратно распускаем вот эту временную строчку, которую мы с вами делали. Так. И вот эти хвостики теперь просто удаляем. Остатки ниток. Замечательно все получилось. Смотрите, молния закрыта и с лица, и с изнанки. Все хорошо. Продолжаем работу. Верхний срез мы прометаем, сделаем небольшой перекант на изнаночную сторону. Так, теперь фиксируем место для вшивания чашки. Сшиваем его с припуском 2 мм и начинаем пришивать чашечки. На расстоянии 7 мм от среза детали должны сойтись точно вровень. Фиксируем сначала по верхнему срезу, затем зафиксируем там, где у нас метки соединения на чашке и на топе. Так, поставили иголочки. И по центральному срезу также фиксируем. Обязательно 7 мм детали сошлись четко. Зафиксировали. И теперь распределяем равномерно ткань по отверстию. Ставим иголки. И пришиваем чашку с припуском 7 мм. Обязательно проверяем, как мы пришили. Теперь берем ленточку в цвет. Она у меня 2 сантиметра шириной. И будем обрабатывать припуск. Вот так я прикладываю. Прикладываю я ее к шву и прокладываю по краю ленты строчку. Вы можете воспользоваться косой бийкой для этого, но у меня была лента. Вот так она у меня пришита. Теперь срезаем припуск, оставляем около 2 мм. Делаем это крайне осторожно, чтобы не повредить ленту и сам топ. И вот так я огибаю эту ленту потом вокруг припуска, вручную приметываю и затем уже пройдусь на машинке. Вы можете вместо этой ленты здесь сделать туннельную ленту и поставить кости. Пришиваем. Так. Раскладываем топ на ровной поверхности
и соединяем нижний срез. Вот как у нас ложится, так мы и соединяем. Если у нас изнаночка немного выглядывает, это нормально, поскольку мы делали небольшой перекант. Соединяем внимательно нижний срез. Прокладываем строчку на расстоянии около 3 мм и останавливаем линию низа. Теперь я отрезаю полоску 3,5 см шириной, прикладываю ее к лицевой стороне топа и пришиваю на расстоянии 5 мм от среза. Так. Теперь я прометаю ее вот таким образом, загну ее вниз. Так, сделаю по всей длине. И теперь на изнаночной стороне я буду вдвое сгибать эту ленту. И главное, чтобы ее ширина была такая, чтобы я могла с лицевой стороны ее пришивать, не попадая в ленту. То есть я должна попасть иголкой в шов пришивания ленты. Вот сюда. И теперь также мы будем шить, попадая в этот шов. Вот так это выглядит. А с изнанки она у нас пришита по краю. Определяем длину бретелей, фиксируем их с припуском около 3 сантиметров. И теперь вручную пришиваем к изнанке по периметру потайной строчкой. Так, прошлись. И теперь по верхнему срезу, вот здесь, также пришиваем. На лицевой стороне у нас ничего не видно, никаких строчек. Все чистенько, хорошо. Работаем только с изнанкой. И также я решила пришить вручную припуск внутрь чашки. Вот так, потайным стежком пришиваю только к изнаночной части чашки. И она у нас становится вот такой выпуклой, интересной. Отутюживаем топ бюстье. И я вас поздравляю, он абсолютно готов. Напоминаю, что выкройку, по которой сшит этот топ, можно приобрести на сайте нашей школы. Это выкройка сарафана бюстье. Я вам желаю легкого кроя и шитья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.